Привет! Вы на канале Aeroportal. Уже прошло более 2 лет с тех пор, как иностранные авиапроизводители покинули российский рынок. Однако, время не стоит на месте. Небольшими темпами меняется политическая и экономическая ситуация. Вместе с этим, за эти 2 года были вопросы на тему возможного возвращения крупнейших зарубежных игроков рынка авиации на отечественный рынок. Существует мнение, что возвращение возможно в ближайшей или дальней перспективе, и мнение, что этого не будет. В этом ролике мы попробуем представить несколько сценариев развития событий в случае возвращения Boeing и Airbus в Россию. В последнее время в СМИ распространяется информация о возможной блокировке YouTube в России, поэтому подпишитесь на нашу группу в ВК и на канал Рутюб, чтобы оставаться с вами на связи в случае блокировки. Ссылки вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. В этом ролике мы рассмотрим 3 возможных сценария: оптимистичный, оптимальный и пессимистичный. Начнем с оптимистичного расклада событий. При данном развитии событий сможет полностью функционировать имеющийся флот российских авиакомпаний, в котором подавляющее большинство самолетов иностранного производства. Самолеты смогут получать должное техническое обслуживание. Будет восстановлена цепочка поставок запчастей, благодаря чему отпадет необходимость использования части флота в качестве доноров для других самолетов. Также закончится простой ряда самолетов, эксплуатация которых ввиду донорства или повреждений была приостановлена, поскольку их можно будет вернуть в строй и поддерживать в летном состоянии. Как следствие, сократится число авиационных происшествий, задержек и отмен рейсов из-за различных неполадок. То есть, безопасность для пассажиров отечественных авиакомпаний вернется к прежнему уровню. Если для текущего флота расклад положительный, то что в данном случае при оптимистичном сценарии будет с отечественными перспективными самолетами? Их разработка и производство будет продолжаться согласно нынешним планам, поскольку, несмотря на возвращение западных производителей, история с их уходом стала показательной, что необходимо возрождение отечественной авиационной промышленности. Ведь зависеть от зарубежных производителей, как показала практика, было большой ошибкой, которая поставила под удар все отечественные авиакомпании и безопасность пассажиров. Более того, вполне возможно при данном сценарии ускорение реализации данных проектов, поскольку будет возможна международная кооперация и обмен опытом, что позволит вывести отечественные самолеты на внутренний рынок, а в перспективе и на внешний рынок в более короткие сроки. И как следствие, произойдет постепенное импортозамещение самолетов западного производства. Переходим к оптимальному сценарию. Все положительные аспекты, которые касаются действующего флота, останутся теми же. Однако вопрос развития российских самолетов будет идти уже в другом русле. Поскольку вопрос с техническим состоянием нынешнего парка воздушных судов будет решен, необходимость в импортозамещении уже не будет стоять так остро. А следовательно, процесс реализации отечественных проектов, в том виде, в каком они планировались, будет идти медленнее, чем предполагалось. Также вполне возможна частичная замена в самолетах российского производства отдельных компонентов западными аналогами, которые изначально предполагалось импортозаместить и наладить собственное производство, что с одной стороны позволит быстрее их вывести на рынок, но с другой стороны это частичное возвращение в зависимость от западных производителей, что является контрпродуктивным решением в долгосрочной перспективе. Но, как я уже говорил ранее, опыт полного ухода западных производителей был достаточно показательным. Следовательно, можно предположить, что проекты могут быть продолжены и в прежнем виде. Плюсом к этой теории является наличие контрактов, что также является причиной продолжения ведения данных проектов, с целью ненарушения данных соглашений и возможных финансовых последствий в случае их разрыва. Переходим к негативному сценарию. Плюсы для нынешнего парка остаются теми же, а вот для перспективных самолетов России в данном случае все сложится плохо. Это полный возврат к прежней модели ведения деятельности по принципу «а зачем нам производить свое, если уже можно купить все готовенькое?». Нынешний парк будет технически восстановлен. Авиакомпании, в свою очередь, будут пополнять свой флот за счет западных производителей. И как следствие, нынешние соглашения по поставкам будут сначала откладываться, а потом будут разорваны под удобным предлогом. А разработка и производство отечественных самолетов будет постепенно замедляться под различными причинами. И в конечном итоге полностью сойдет на нет, что повлечет полное возвращение к зависимости от иностранных производителей и тем же проблемам, что это собой подразумевает. И при данном сценарии даже нынешний негативный опыт будет аккуратно списан под предлогом «но это уже в прошлом». Таковы 3 возможных сценария развития событий.
следует еще раз уточнить, что это лишь одни из многих других возможных вариантов, поскольку в данном вопросе имеют значимость очень много факторов, как внешних, так и внутренних, поэтому сказать наверняка, что будет дальше, практически невозможно. Вполне возможен и сценарий, в котором западные производители в целом не вернутся на российский рынок. Впрочем, это уже совсем другая история. А вы как думаете? Какой из предложенных сценариев наиболее вероятен? Как вы видите возможные варианты развития событий при возвращении Boeing и Airbus? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК и на канал Рутюб по ссылке в описании. До встречи!